Всем привет, с вами Лёша, и сегодня мы поговорим о микрофоне AKG-314. Поехали! Первым делом давайте взглянем на комплектацию. Собственно, микрос идет вот в таком хардкейсе, давайте его приоткроем. Так, сам микрофон, холдер обычный, вот, холдер типа паук, например, и вот такой вот набалдашничек против задуваний, плевков и так далее, с силкогелем внутри, естественно. А сейчас немного о характеристиках микрофона. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность микрофона 20 мВ на паскаль. Диаграмма направленности, переключаемая кардиоида, суперкардиоида, всенаправленная и восьмерочка. Выходное сопротивление микрофона, то есть импеданс, 200 Ом. Эквивалентный уровень шума микрофона 8 дБ. Рекомендуемая рабочая нагрузка микрофона 1 кОм. Максимальное звуковое давление на микрофон составляет 155 дБ, можно написать гитарку и различные громкие инструменты. Соотношение сигнал-шум 86 дБ. Динамический диапазон от 123 до 143 дБ. Фантомное питание плюс 48 вольт, плюс-минус 4 вольта. Вес микрофона 300 грамм. Давайте рассмотрим микрофон чуть ближе. Из органов управления на корпусе присутствует 3 переключателя. Это управление аттюнятором, понижающим выходной сигнал на фиксированные 20 дБ. Переключатель направленности, как я говорил, это кардиоида, суперкардиоида, всенаправленная и восьмерка. Ну и локкат 12 дБ на октаву от 100 Гц. Это срез низких частот, понижающий ненужный низкочастотный гул на записи. Капсуль микрофона закреплен внутри корпуса на эластичном подвесе, отсекающем механические шумы, которые проникают в микрофон от стойки. Сфера применения: для записи каких инструментов лучше всего применять C314. Ну, тут кто во что горазд. Впрочем, в этом и заключается творческий процесс звукозаписи. Ищешь новые звучания. А вот такие микрофоны станут вам верными помощниками в этом деле. Если идти именно по стандартам индустрии, то чаще всего такие железки можно встретить в студийной записи вокала и в качестве оверхеда в барабанной установке. За счет широкого динамического диапазона на него также часто пишут смычковые, всякую медь и иные инструменты с большой динамикой. Ну и не будем забывать о максимальном звуковом давлении в 155 дБ при включенном аттюняторе. Тут уж впору раскачивать вашего 4х12 коня и рубить хэви-метал, благо микрофон на это рассчитан. Вообще микрофоны AKG серии C довольно популярны в сфере профессиональной звукозаписи, но в принципе это не мудрено. История создания микрофонов с большой диафрагмой AKG доходит до 50-х годов прошлого столетия. Собственно, и 314 является по сути потомком C12A, первого микрофона AKG с большой диафрагмой. C314 является младшим братом C414. Помимо цены, существенных отличий они не имеют, разве что АЧХ чутка разные. Одним словом, 314 более бюджетный вариант 414 АКГ. Вот и время тестов наступило. Из списка выше возьмем вокал и послушаем, как C314 справляется с передачей голоса. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, расправил нервной рукой на шее черный бант. Подойди скорее поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви.
Что творится, что творилось на твоей земле? Все в этой музыке, ты только улови. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет? Ты помнил не всегда. Звуки скрипки, все живое, скрытое в тебе разбудят, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле? Все в этой музыке, ты только улови. Устала скрипка, хоть кого состарит боль и страх. Устал скрипач, хлебнул вина, лишь горечь на губах. И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр. Словно был старик, сегодня пьян. А мелодия осталась ветерком в листве, среди людского шума еле уловим. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле? Все в этой музыке, ты только улови. Что мы имеем в итоге? АКГ C314 подойдет для тех, кто хочет иметь у себя в руках настоящий АКГ с большой диафрагмой, но не готов платить за 414 модель. В целом 314 можно с полной уверенностью назвать рабочей лошадкой. Микрофон справляется с записью вокала, а также превосходно передает нюансы инструментов с динамическим диапазоном более 100 дБ. Ну а на сегодня все. С вами был Леша, всем покедова!